Привет, меня зовут Иван, и сегодня вторая часть рассказа о моем аудио и видео дома. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь, поставьте колокольчик, а я начинаю свой рассказ. Итак, что же, сначала я хотел рассказать вам отдельно об аудио цифровом у меня дома, отдельно про видео. Но поскольку устройства для воспроизведения аудио и видео, они одинаковые, я решил все-таки объединить две эти темы. О чем я расскажу? Я расскажу о том, как я слушаю цифровую музыку, с помощью каких устройств и усилителей, и колонок, а также как я смотрю цифровое видео, стриминговое видео, скачанные файлы и так далее. Ну что же, перейдем непосредственно к устройствам. Итак, привет снова. Вот я с вами в кадре. Я сейчас от первого лица покажу вам всю свою аппаратуру. Начнем. Вот на самом деле, собственно говоря, у меня такая стойка. Про виниловый проигрыватель и усилитель Sansu я рассказывал в прошлом ролике. Вот здесь вот сейчас подсказочка будет. Пожалуйста, обязательно перейдите по этой подсказке, посмотрите, если не смотрели. Ну а мы посмотрим на более низкие компоненты, ниже расположенные в моей стойке. Это, собственно говоря, проигрыватель Denon, проигрыватель CD-дисков, о котором я уже говорил. Он заведен у меня в усилитель Sansu, и, собственно, я это слушаю как обычную музыку. То есть CD-носители я считаю обычными, не то чтобы цифровыми, хотя, по сути, они, конечно, цифровые, но я их слушаю непосредственно через старый винтажный аудиоусилитель и винтажные колонки. Мы больше будем говорить о цифровом звуке как о том, который идет через всякие цифровые устройства. Например, вот самое полезное и самое применимое в работе – это Apple TV. Это супер вообще штука. Если у вас ее нет, очень рекомендую купить, особенно если вы являетесь пользователем Apple. Экосистема Apple в полный рост раскрывается в этом устройстве. Скажу почему. Потому что если у вас есть iPhone, то вы можете просто-напросто сесть рядом с телевизором и через устройство Apple TV, через технологию AirPlay передать изображение на ваш телевизор, фоточки или видео, таким образом присев с друзьями около телевизора и показывая туда фоточки. Вот на самом деле я это сейчас могу продемонстрировать, но у меня просто iPhone занят для записи. Вот так сейчас будет вставочка, вот так вы можете сидеть и смотреть фоточки и видео на телевизоре. А если вы хотите просто послушать музыку, да, то вы можете эту музыку отправить по технологии AirPlay на приставку Apple TV, и она будет воспроизводиться через вашу аудиосистему. Вот интерфейс приставки, и у меня здесь есть моя музыка. Это та же самая музыка, которая в iPhone, в iPad, в общем, везде в Apple. Я могу здесь нажать «Слушать», и сразу она будет играть на мои колонки. Эти колонки у меня подсоединены к цифровому тракту, так называемому. Что значит цифровому тракту? Для цифровой музыки и для цифрового видео у меня используется ресивер. Вот этот вот ресивер Onkyo. Модель у меня TX NR676E, AV-ресивер. Почему ресивер? Потому что ресивер умеет раскладывать аудиосигнал на несколько каналов, там 5.1 или 2.1, и поэтому нужен ресивер для того, чтобы цифровой сигнал разложить на несколько компонент, раскодировать, так сказать, у него внутри декодер. К ресиверу у меня подключен сабвуфер, вот он, деревянный такой Yamaha, классный, и колонки JBL. Вот эти вот напольные колоночки прекрасные, забыл уже, как у них модель называется, в общем, у них очень классное звучание, но оно классное для работы именно с вот этим вот ресивером. А с аналоговыми усилителями, вот смотрите, какая колонка классная, да, JBL. А с аналоговыми старыми усилителями она как-то плохо работает. Но зато эти колонки JBL, они имеют возможность подключения по биампингу. Биампинг это предполагает, вот я вот специально показываю, да, сфокусировалось. Видите, 4 клеммы, так называемый бивайринг или биампинг. На ресивере выставляется такой режим, и можно с помощью кроссовера разложить частоты на высокие, низкие и средние. На самом деле только на два, на низко-средние и высокие. Поэтому вот ресивер нужен для этого, для того, чтобы раскладывать сигнал, как аудиосигнал, который у меня в итоге можно слушать 2.1, то есть 2 стерео и один вот сабвуфер, да. Плюс к этому ресиверу подключены не только 2 стереоколонки и сабвуфер, а еще задние колоночки. Вот они, вот одна, видите, задняя тыловая колоночка и вторая тыловая колоночка.
Левый, правый окружающий звук. Эти колоночки фирмы старой BBK на своих родных стоечках, вот уже немножечко грязноваты стали, но они свою функцию выполняют. Они дают возможность просматривать фильмы и слушать аудио в окружающем звуке. Если 5.1 кодек есть, и он этим ресивером разложился, то можно таким образом слушать. В сам ресивер устройство подключается по HDMI или по оптике. То есть цифровой сигнал может идти как по HDMI кабелю, так и по оптике. Дальше он декодером раскладывается. Вот, как выглядит прослушивание музыки с помощью Apple TV, я вот уже хотел показать. Вот, например, да, смотрим на экран и можем увидеть какие-то избранные плейлисты. Например, какой-нибудь идеальный фон. Вот я включаю, и он заиграл, да, сразу. Вот видите, он заиграл. Все, не будем дальше играть, а то YouTube забанит мне монетизацию, а я бы этого не хотел. Вот таким образом я могу здесь всю свою музыку увидеть, ту, которую я, собственно говоря, приобретал, да, и закачивал в iPhone. Она вся здесь есть. Я могу вот выбрать альбом Kiss Kiss последний и послушать. Сразу видите, идет музыка. Вот, и очень удобно таким образом управлять этим делом с пульта Apple TV. Вот видите, такой пультик прикольный. Он же умеет управлять громкостью на ресивере. Это вот очень прикольно. Видите, появляется громкость, а я на самом деле не родным пультом управляю, а Apple TV-шным. Ну что же, давайте возьмем паузу и перейдем к следующему устройству, с помощью которого я слушаю музыку цифровую. Это устройство называется Duna HD Solo 4K. То есть это вот такая вот коробочка, точно так же подключенная по HDMI к ресиверу. В нее подключена сеть LAN, собственно говоря, интернет через кабель приходит к ней, как и к Apple TV. Да, вот у меня есть роутер, у которого интернет расходится кабелями по разным устройствам. Домашний роутер, обычный домашний роутер, как и у вас наверняка. Вот тут у меня 4 порта, их пока хватает, но уже начинает тихоньку не хватать. Посмотрим теперь на Дюну. Я переключу ресивер на ее интерфейс и включу ее отдельным пультом. Конечно, вот с этими пультами тема просто зашкварная. Когда куча пультов и приходится много переключать, вот видите, у нее отдельный пульт. Вот включилась интерфейс приставки Duna. У нее я выбираю источники. И у меня есть источники, один из которых это Music папка на моем сетевом накопителе на NAS, который у меня называется DS218. Это Synology NAS. Если вам интересно, сниму про него видео. Я выбираю этот Synology NAS, эту папочку. И здесь у меня есть моя музыкальная коллекция, разложенная по папкам. В основном это музыка, скачанная в виде высокого качества, из торрентов, естественно, откуда еще мы качаем, да? Вот всякие эйпы, флаки и так далее. Вот прекрасная группа Nobody One, например, да, вот можно поиграть флаг музыку в высоком качестве с помощью Дюны. Вот он предлагает играть медиафайлы и что? И начинает сразу играть громко. Вот так это выглядит. С помощью приставки Duna я могу слушать несжатую музыку, которая либо на флешке, у нее тут есть порт для флешки, да, можно сюда вставлять какие-то флешечки. Я этого практически никогда не делаю. Я просто скачиваю музыку на сетевой носитель, вот на этот, и с него играю. Собственно, это все о цифровой музыке, что я вам хотел рассказать, кроме одного еще момента. Вот у меня есть Яндекс-станция Мини, вот она стоит, да, и у нее есть разъем 3,5, вот такой AUX разъем, вы знаете, он у всех есть. Я его подключил к своему старому винтажному усилителю, вот этому прекрасному, и она может играть мне музыку в хорошем довольно качестве, которое позволяет колонки старые, аналоговые, и вот этот вот усилитель, поскольку здесь уже преобразование в аналог происходит, я говорю просто: Алиса, включи мою волну. Вот, видите, она играет. Алиса, стоп. Это очень удобно, потому что можно лежа на диване сказать ей что-нибудь там сыграть, поиграть и послушать в неплохом варианте музыку. Ну, опять же, если говорить о том, что быть лежа на диване, можно просто с айфона пустить через AirPlay на Apple TV или на Dune, который тоже поддерживает AirPlay, пустить, собственно говоря, музыку и лежать себе слушать. То есть вариантов для лежания на диване просто куча целая. Ну вот, что я вам хотел рассказать про цифровое аудио. Теперь я вам расскажу про цифровое видео. Давайте обратно переключимся на моем ресивере на Apple TV приставку.
И цифровое видео, в общем, какое сейчас видео, оно только цифровое. Я смотрю на приставке Apple TV в 99% времени. На приставке есть, в ее меню есть все стриминговые сервисы, которые только бывают, на которые я подписан, а может быть где-то подписка кончилась. В основном я пользуюсь Кинопоиском, здесь много чего есть. Когда был Netflix, я смотрел Netflix, есть YouTube, есть Амедиатека, Мегого, Кион, Иви, Окко, все в общем есть. Ну, чаще я запускаю YouTube, конечно. То есть приставка Apple TV, это вы скажете, ну, у меня вот Smart TV, он хорошо может показывать все вот эти вот вещи. Ну, я скажу следующее, что поскольку Apple TV подключена к ресиверу, то можно смотреть фильмы и сериалы с окружающим звуком 5.1, и это очень классно. То есть именно для этого, собственно говоря, и нужен ресивер с большим набором колонок, с этим цифровым трактом, чтобы можно было смотреть с окружающим звуком. Плюс к этому YouTube и другие фильмы можно смотреть в 4К. Именно для этого в свое время я обновил ресивер Onkyo до вот этой модели и приобрел эту приставку 4К. Ну и потом Apple TV тоже 4К стало быть, потому что ролики теперь очень классно, очень многие выпускают 4К, ну и фильмы сама Apple предлагает в 4К. Вот у меня есть подписка Apple TV+, у нее практически все фильмы и сериалы сейчас уже в 4К. Вот, это отличная тема. Вот Тед Лассо новый сериал, надо будет посмотреть. Поэтому 90% видео я смотрю через Apple TV, но иногда, когда я не нахожу чего-то в Apple TV, вот, кстати, у Apple TV еще классные приставки, классные заставки. Перейдем к следующему устройству, да, я переключу свой ресивер опять на приставку Дюна, она у меня осталась включена. Ну и тут что сказать. Таким же точно образом я скачиваю фильмы с торрентов и размещаю их на сетевой папке. Или не из торрентов, в общем, откуда-то, может быть, какие-то личные видео. Вот у меня есть какие-то концерты. Я могу здесь посмотреть скачанные видео с помощью этой приставки, которая всеядна. Практически все форматы она позволяет смотреть. И, в общем-то, вот по папкам рассованные видео я могу смотреть. Если вдруг чего-то в стриминге нет, я могу вот перейти в фильмы, посмотреть. Вот видите, у меня есть скачанные тут какие-то фильмы. Недавно Элвиса смотрели, классно. То есть, если что-то вдруг не нашлось в стриминге, я еще раз повторю, то можно смотреть, вот скачав с помощью этой Дюны. Очень редко это в последнее время происходит. В основном мы смотрим какие-то личные собственного изготовления ролики или старые архивные какие-то материалы. Вот. Это второй вариант просмотра, собственно, цифрового видео. Ну и еще есть третья у меня приставка. Я о ней ничего пока не сказал. Вот она. Она называется МТС телевидение цифровое, которое приходит у меня в квартиру отдельным кабелем. Вот она. МТС телевидение цифровое. На самом деле я, конечно, редко ее очень включаю. Я даже в одно время пульт потерял. И когда был у нас чемпионат, собственно говоря, футбольный, я очень долго этот пульт искал, чтобы футбол посмотреть. А потом я просто посмотрел телеканалы в Кинопоиске на Apple TV и, в общем, был счастлив. Расскажу еще об одной штучке, которая у меня есть и подключена сзади в HDMI ресивера. Сейчас я постараюсь ее показать. Видите, коробочка такая среди кабелей. Вот торчит вот она коробочка. Тут с кабелем, конечно, полная жесть. Вот все провода заходят HDMI в разъем. Видите, HDMI заходят в разъемы ресивера. И вот еще одна коробочка заходит. Эта коробочка, это, ребята, Sberbox. Sberbox коробочка. У меня находится на тестировании. Я участвую в тестировании. Мы ее тоже посмотрим, на ее интерфейс. Я снимал отдельный ролик, на самом деле, про Sberbox. Вы можете его посмотреть у меня на канале. Пока я вот ходил, брал пульт от нее. Видите, он даже у меня запечатанный. Эта коробочка, в принципе, исполняет ту же функцию, что и Apple TV или какой-то другой Smart TV. Или там Яндекс. Такая еще была приставка Яндекс ТВ тоже. В общем, здесь все то же самое, только как бы по другой подписке. Только другая аппаратная штука. Говорят, что сейчас уже можно в эту приставку свои какие-то приложения андроидовские засовывать. Потому что она вроде как на андроиде. То есть можно там защиту снять и засовывать. Вот я именно в этой приставке мне пришлось купить подписку на Premiere. Такой сервис Premiere есть, да, вот он загружается, чтобы посмотреть сериал «Художник». Больше его нигде не было. Ну и, в общем, про эту подписку я потом забыл, естественно, она продлилась случайно сама. Подписки — это зло, я с вами совершенно согласен. Подписки — это просто кошмар, но я предпочитаю все-таки сначала смотреть фильмы и сериалы легальным способом. Если у меня не получается это делать легальным способом, то тогда я уже иду скачивать. В общем, в нашей сегодняшней ситуации, понятное дело, что довольно трудно как-то поступать по-другому.
отдельно могу отметить такую вещь, как AirPods Pro. Вот с AirPods Pro связка в Apple TV это просто шикарная вещь. То есть, когда, например, я не хочу никому мешать и шуметь, я просто сажусь, надеваю AirPods Pro, наушники подключаются к приставке, к Apple TV. Сейчас вот покажу. Они вообще автоматически это делают, но если вдруг они у вас раньше подключились к телефону, чем к приставке, можно зайти сюда спокойно в пульты и устройства, и вот здесь выбрать Bluetooth и выбрать AirPods Pro, да, и подключить их. Вот они подключить. Вот они подключение. Вот они подключились. И теперь я могу смотреть в наушниках себе спокойненько все фильмы и любой контент, который я включаю. Вот сейчас я, например, что-нибудь включу, а вы не услышите, потому что это пойдет у меня в наушниках, да. Вот, отлично слышно. При этом я никому не мешаю, звук прекрасный. То есть вот эта связка, она просто шикарная. Так, ну что, про AirPods Pro я сказал, про все свои устройства я рассказал. Что я еще могу добавить? Что раньше я смотрел контент с устройств таких вот жестких дисков, да, подключаемых через док-станцию. Да. Вот у меня еще остался этот жесткий диск, я даже не знаю, что на нем. Но потом я решил, что намного удобнее устройство NAS. И этот NAS я приобрел, Synology DS218, довольно старый, с 2 дисками всего лишь. Он для всего подходит. И для как хранилища фотографий и всякого контента другого, так и для того, чтобы, собственно, на нем, с него по сети, получается, как с сетевого накопителя играть какой-то контент и просматривать его. В общем, очень классная штука, рекомендую. Поставьте лайк, подпишитесь, если хотите, чтобы я снял про NAS видео, как я его использую. В общем, хотя бы короткий обзор я могу снять. Ну что, переходим к заключению. Ну что ж, друзья, на этом я хочу закончить свой рассказ о своем цифровом аудио и видео дома. Надеюсь, вам было полезно. Хочу только сказать о том, что по поводу самого телевизора, да, я не сказал, что многие ставят просто приложение на опцию Smart TV телевизор и смотрят себе контент в стриминге, и довольно удобно. Ну, если у вас есть возможность, купите все-таки ресивер с колонками для того, чтобы получить окружающий звук или хотя бы звук стерео плюс сабвуфер. Это намного более кайфовая история, и вы поймете почему. Еще я хочу повторить насчет пультов. Пультов дикое множество. Чаще всего, конечно, я использую только пульт от Apple TV. Он позволяет и громкость регулировать, и управлять контентом, но чтобы включить или выключить оборудование, мне помогает вот смарт-пульт от Яндекса, умный пульт, который участвует у меня в системе умного дома. Ролик про умный дом я уже снимал, посмотрите, вот по этой ссылочке сейчас появится. Еще хочу сказать, что напомню, что если у вас есть телевизионная приставка, тоже подключите ее через ресивер, чтобы получать окружающий звук. Прикольная история. Если у вас есть необходимость или желание получить какой-то более продвинутый, то есть смарт-ТВ, чем у вас есть, рассмотрите возможность Сбербокса или Яндекс устройства, чтобы подключить их через ресивер и получить более широкие возможности по управлению с вашим контентом, по получению контента. Классная тема с наушниками, не забывайте. Ну и что? Наверное, все на этом. Если у вас есть еще какие-то замечания, идеи, как улучшить эту систему, может быть, как упростить, поделитесь теми рецептами, вашими решениями, которые вы используете. Мне будет очень интересно, как и зрителям этого ролика. Спасибо вам, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк. Не забудьте подписаться также вот на мой канал в Дзен, называется «Мудрости». Буду вам очень признателен. Добро пожаловать в секцию комментариев. Спасибо, что смотрели. Пока.